Привет всем, друзья! Сегодня в цикле видео о предсказаниях и будущем мы решили обратиться к опыту нумеролога, писателя и автора методики сакральной геометрии и синтеза рун судьбы Григория Кузнецова. Благодаря своей авторской методике прогнозирования Григорию удалось предугадать важнейшие события в судьбах людей и государств. Состоятельность нумерологии была неоднократно доказана в ходе исследований гения математики Сидика Афгана, о котором уже есть несколько роликов на канале. В одном из первых шоу на телевидении еще во времена СССР в начале 1991 профессор заявил, что в конце года произойдет распад Союза. Тогда все приняли его за клоуна, кто-то смеялся, кто-то злился, что позволил себе такие высказывания, но скоро стало ясно, талант математика был явно недооценен. 25 декабря того же года над Кремлем Москвы произошло снятие советского флага и поднятие российского. К тому времени Сидик Афган уже создал свою собственную таблицу прогнозирования, основанную на математических формулах и нумерологии. Особой системой, позволяющей с точностью до дат прогнозировать будущее, заинтересовались за рубежом, и сегодня Сидик Афган – один из первых, кому удалось доказать, что с помощью нумерологии и математики можно прогнозировать события будущего. Григорий Кузнецов связал знания о нумерологии с древними руническими символами. Когда-то, создавая их, наши предки вложили в это действо свою силу и духовную мудрость. Считалось, что руны есть мост между духовным и материальным, связь человека с духовным миром. Их можно использовать как в благородных целях, так и в разрушительных. Они содержат мощную энергию прошлого, способную раскрыть тайны настоящего и будущего. Используя полученные знания, Григорий Кузнецов написал книги, которые рекомендуются к прочтению: «Код судьбы. Управляй своим будущим» и «Руны. Ключи к энергии мироздания». Его труды высоко оценили в Китае, где он стал ведущим тренером по использованию и взаимодействию с рунами. Сегодня мы расскажем о том, какими по расчетам нумеролога будут ближайшие годы, почему 2020 год стал сакральным для большинства жителей Земли и какие события ожидать уже в ближайшем будущем. Мы все уже устали от событий, происходящих в мире. Говорят, что к прежней жизни мы уже не вернемся, но на самом деле это только догадки. Время идет, и с ним проходит все. Впереди, по расчетам Григория Кузнецова, еще 4 сложных года. Возможно, они станут самыми важными в истории текущего столетия. С 2020 года началась шестилетка хаоса, которая закончится лишь к 2026. Что это такое? Согласно нумерологии, ключевым годом начала перемен стал 2020. Он как с нумерологической, так и с математической точек зрения символизирует все, что связано с уровнем сил и жизнедеятельности живых организмов. Это означает дату отправной точки очередного этапа в истории, связанного с перестройкой организмов и кризисом в здравоохранении. Так все и произошло, но по мнению нумеролога, в общей перспективе такая трансформация несет не только проблемы, но и возможности. Однако их мы сможем оценить по прошествию некоторого времени. Конкретно, всего 6 лет с 2020 по 2026 год – это время трансформации, а далее, скорее всего, время оценки прошлого и будущих перспектив. Это будут 6 очень сложных и тревожных лет для всего мира. Интересно еще одно заявление нумеролога. Несмотря на то, что будет происходить, многим эти годы будут на пользу, а для некоторых и вовсе окажутся манной небесной. 2021 год Григорий Кузнецов назвал временем кризиса и трансформации крупнейших сообществ, коими являются не только общности людей и предприятия, но и целые государства. Причем, судя по тому, что уже произошло, мы можем точно сказать, не только ситуация в мире повлияла на сообщества и страны, во многом таким изменениям способствовала сама природа. Планета то и дело проверяла на прочность тех, кому дала жизнь. Землетрясения и катаклизмы ежедневные и с эффектом усиления. Стоит лишь взглянуть на статистику погодных аномалий, как сразу станет понятным, насколько суровыми стали испытания для всех жителей Земли. Конечно, есть ясность, и она в том, что этот этап нужен миру для трансформации своих систем. Все, что не нужно, будет оставлено в прошлом, а будущее встретит тот, кто и физически, и духовно будет готов к жизни в обновленном мире.
Возвращаясь к шестилетке 2020-2026, 2022 год, согласно нумерологии, время практических перемен. Исторические циклы и числа в своей взаимосвязи говорят нам о том, что в этом году наиболее остро встанет проблема нехватки ресурсов, причем основополагающих. В результате политических размолвок, природных аномалий, экономических проблем и любых других сопутствующих факторов цифры указывают на проблемы дефицита продовольствия, пресной воды и, как следствие, миграции населения в наиболее приспособленные для жизни места. Причем пока глобальная перестройка всех систем жизни на планете не закончится. Лишь в 2026 году можно будет оценить итоги предыдущего этапа трансформации, то есть того, в котором мы живем сейчас. Прошедшим 2 годам уже понятно, что стихия может настигнуть внезапно и даже те районы и города, что, казалось бы, защищены географически. Особенно настораживают такие нумерологические данные о возникновении все новых и масштабных кризисов в еде, воде, ресурсах, когда мы в очередной раз вспоминаем о пророчестве, что некогда озвучили родственники Ванги. День пятидвоек, 20 февраля 2022 года. Якобы последствия его будут преодолимы, но на это понадобится много времени. Кто-то говорит, что эта зеркальная дата пятидвоек будет не единственной в истории, но когда же следующая, в которой сойдутся двойки и нули? Неужели Ванга предсказывала на сотни лет вперед или все же предостерегала своих ближайших потомков? Это мы уже совсем скоро узнаем, но судя по предсказаниям нумеролога, ясно, что 2022 станет очередным сложным годом, который потребует от нас взвешенных решений и терпения. Старцы говорили, что лучше переживать это время в молитве и использовать любые трудности для совершенствования духа. Далее Григорий Кузнецов в ближайший 2022 год прогнозирует резкое снижение урожайности. Пока не ясно, что станет толчком к этому. Но так как прогноз не касается определенного региона, стоит полагать, что он общий и относится ко всем участкам Земли без исключения. Что может повлиять на это событие? Если есть догадки, делитесь в комментариях. Также особняком стоит проблема пресной воды. Григорий Кузнецов назвал 2022 год критическим по чаще проблем с пресной питьевой водой. Можно предположить, что и здесь вмешаются природные аномалии, но опять же следствие есть, а причину еще предстоит установить. 2023 год, по прогнозам нумеролога, ознаменует собой появление некогда ушедших в прошлое массовых радикальных групп. Этот год станет кризисом всего духовного. Люди, жители Земли, прочувствуют это особенно сильно. Такое время в истории уже не раз олицетворяло бездуховность народа, его радикальные и эгоистические настроения, существование только ради собственной выгоды. Время, когда бездуховность достигнет своего пика в названной шестилетке, и стоит уже сейчас укреплять свою силу духа для того, чтобы не поддаться безумию радикалов, чтобы сохранить в себе духовные силы и зерно Создателя, чтобы с достоинством и верой в Бога пережить любые возможные трудности. Но и тут возникает проблема. Часть высокодуховных людей попытаются искать помощи и поддержки в храмах и церквях. Но когда не получат ее, будут разочарованы, и многие отступят от Бога. Но вспоминаем предсказания старцев. Они говорили о наступлении таких времен, и вот вам известная цитата Серафима Вырицкого о будущем. «Только Бога никогда не забывайте». Понимаете ли вы, о чем идет речь? Если не сможете получить поддержку в церкви, если духовные институты, не все, но многие, обесценятся изнутри, как и предсказывали великие святые, это не есть причина забывать о Боге, обесценивать веру и само понятие духовности. Но вернемся к шестилетке, описанной нумерологом Григорием Кузнецовым. В 2024 году, по его расчетам, начнет нарастать кризис всего. Глобальный кризис общества уже к 2025 году достигнет своего апогея, заверил нумеролог. Как и известный математик Сиди Кавган, Григорий Кузнецов называет переломным именно 2025 год, время, когда Россия и весь мир прочувствуют на себе последствия глобальной перестройки Земли. Но надо иметь в виду, не оценивайте эту фразу исключительно отрицательно. 2025 год для кого-то станет настоящим упадком, для других же наступит расцвет. Здесь стоит полагать, решающую роль будет иметь политика и географическое положение стран. 12 декабря 2021 года мы видели, как легко серия торнадо в США, небывалая по силе в истории, стерла с лица земли целые города и штаты. А между тем наши авторы делали анализ предсказаний и прогноз на эту дату заблаговременно.
но мало кто отнесся к этому серьезно. Посмотрите это видео. 5 месяцев назад мы предупреждали о том, что в итоге случилось 12 декабря. Но вернемся к Григорию и его нумерологическим данным. Впереди у жителей Земли кризис, связанный с государственными органами управления. К нему приведет недоверие граждан к власти и желание реформировать систему. Возможно, появление радикальных групп людей будет обусловлено именно этим. Желание, но невозможность изменить законы и как-то противодействовать нововведениям может вылиться в агрессию и спровоцировать радикальные настроения. Все вышесказанное вместе можно объединить в общее время, которое Григорий Кузнецов назвал судьбоносным и переломным в истории человечества. Все мировое сообщество переживает трансформацию, и от того, во что оно в итоге трансформируется, зависит будущее Земли. Сейчас и в ближайшие годы важно не допускать критических ошибок, быть терпеливыми и мудрыми, знать, что придет день, когда мы лишь будем вспоминать об этом непростом этапе, когда мы вновь, вопреки любым негативным прогнозам, вернемся к своей прежней жизни в новое время. А вы что думаете о прогнозе нумеролога Григория Кузнецова на ближайшие годы? Прав ли он или никаких трансформаций и кризисов нет и не будет, и все как обычно? Пишите свои мысли в комментариях и, пожалуйста, оцените это видео, поставьте ему лайк или дизлайк. Это очень важно для наших авторов. Статьи и видеоролики о будущем есть также на нашем официальном сайте. Подписывайтесь на канал и всегда будьте в курсе того, что нас ждет. До новых встреч!